Всем привет, друзья! Сегодня покажу, что я получила с сайта AliExpress. Бусины и не только бусины. Покажу сначала бусинки каменные. Вот такие красивые бусины синего цвета. Написано, что это агат и выполнены в технике клоазоны. Клоазоны — это перевод французского, это перегородки. И видно каждая бусина такой техники. Видно эти перегородки. Они такие красивые. Особенно когда на свет смотришь, на солнышко. Вот этот песок золотой, как будто здесь переливаются. Очень красивые бусины. Понравились. У меня первый раз такие бусины красивые. 10 миллиметров, 37 бусин на ниточке. Но продавец всегда отправляет 38 бусин. Я уже посчитала. На каждой ниточке не 37, а 38. Вот такие бусинки. Посмотрите, какой красивый нежный цвет. Розово-фиолетовый такой. Написано, что это кунцит. Но насколько это натуральный кунцит, я тоже не могу сказать. Но бусины очень красивые. Мне очень понравился цвет. Я подбирала к вот этому кабошончику. И мне повезло, что цвет подходит. Посмотрите, как здорово смотрится. Этот кабошон можно обшить красиво, сделать кулон. И у меня уже будет красивое украшение. Да? Посмотрите, как хорошо подходит. Ранее я показывала этот кабошончик. Такой интересный цвет. И мне понравилось это сочетание. Будем делать вместе. Придумаю кулон красивый. Обошьем вместе, если хотите, конечно. Дальше у меня вот такие бусины. Посмотрите, какой цвет тоже красивый. Нравится мне такой цвет. Вы уже, наверное, догадались, кто меня смотрит постоянно. Здесь есть вот видно такая однородная бусина. Ну, а это агат, вены дракона, как называют бусины такие, или кракеле. Многие бусины похожи, а вот есть бусинки, на которых ничего не видно. Вот такой красивый цвет. Конечно же, я их брала под определенное украшение. Я буду делать кулон такого цвета, камень у меня есть. И поэтому я выбрала такой цвет бусин. Вот такие бусины. Бусины все 10 миллиметров, кроме вот этих. Это, как написано у продавца, кианит. Матовые. Интересный такой камень. И цвет мне понравился. Но ранее когда-то я уже такие покупала. Я их сделала с красными бусинами в морском стиле. Очень красиво получились. Поэтому я еще такие заказала. Ну вот, думаю, какими бусинами их сочетать. Но у меня есть уже мысли и задумки. Вот такие бусины. Ну, это знакомые уже всем. Красиво, как переливаются бусины. Авантюриновое стекло. Я 8 миллиметров заказала. Так как у меня есть, сейчас я покажу, вот такой пончик или бублик. Такая подвесочка красивая. Хочу делать тоже кулон из него.
Поэтому такие бусины выбрала. Еще у меня вот такие бусины, поэтому я и выбрала 8 миллиметров. Вот такие бусины я показывала вам, помните? С такой техникой миллефиоре. Тоже здесь авантюриновое стекло. И буду сочетать маленькими бусинами. Мне кажется, будет что-то интересненькое. Я придумаю, конечно, как обшить этот кулон красиво. И сделаем вместе. И вот такие бусины. Бусины Агата. Тоже цвет мне такой нужен был. Но вот не подошли они по цвету к моему кабошончику. Ну, я заказала еще такой кабошон Агата. Придет, я не знаю, посмотрю. Если подойдет цвет, тогда буду делать кулон. Ну, а бусины очень красивые. Они тоже все разные. Здесь и вот такой присутствует цвет. Ну, вот эта бусина, она совсем не подходит. И вот эти желтоватые. Ну, а в основном камень мне понравился. И цвет тоже интересный, да? Полосочки видно. Вот такой кабошон бы пришел мне, точно такой. На картинке был такой. Ну, а что придет, посмотрим. Покажу вам обязательно. Вот такие бусины. Мне все они понравились. И буду делать украшения. Дальше я начну с кулончика. Вот такой кулон. Сейчас раскрою его. Кулон идет вот таким шнуром кожаный. Кожаный тоненький шнурочек. И вот такой коричневый агат. Весь в полосочку. Посмотрите, какой камень. Ну, я думаю, что его лучше обшить, сделать какую-то нестандартную форму, и будет кулон покрасивее, мне кажется. Так как бусины Агата у меня есть в таком стиле полосатом. Кулон не маленький. 5 сантиметров на 4. Но я думаю, тут уже какой у продавца есть, такой он и кладет. Они все разные. На картинке был немного другой. И там было кулонов очень много вариантов и цветов разных. Так что, если вам понравилось, посмотрите. Интересные, да? И продавец положил мне еще вот такие сережки в подарок. Понравился кулончик. Так, дальше я начну, наверное, с бусин керамических. Очень красивые бусины получила. И все они разные. И все они красивые. Вот эти бусины 16 миллиметров. И в наборе вот 5 штучек. Ой, как они мне понравились, девочки. Такие красивые. Здесь розовая эмаль идет, но и такие вкрапления желтые. И на солнце, когда я смотрела днем, это они переливаются, как хамелеон, такие бусины. Очень красивые. Думаю, надо еще взять. Можно со многими бусинами их, наверное, сочетать. Понравились, очень понравились. Планирую делать украшения, много керамических бусин и думаю, интересненько что-то сделать. Вот такие тоже керамические, здесь уже размер другой, и в наборе идут они 40
по-моему, 40 штук в мешочке. Посмотрите, какие красивые. Все такие разные бусинки. Конечно, здесь отверстие крупное. Надо будет уже когда надевать на тросик или на мемори проволоку и смотреть. Можно надеть, наверное, на мемори проволоку какие-нибудь бусинки маленькие. Или можно какими-нибудь шапочками с двух сторон закрепить, я думаю. Но цвет красивый и бусины красивые. Размер 9 на 10 миллиметров. Понравились. Сразу взяла 2 комплекта. Очень красивые. Так, дальше бусинки розовые посмотрим, давайте. Здесь уже 10 штучек идет в комплекте. Тоже отверстие очень крупное. Конечно, можно такие бусины, я думаю, на какой-нибудь шнур надеть кожаный. Но это, наверное, так и делают для кожаного шнура. Но я думаю, что поставить все-таки на какое-нибудь украшение. Мне очень понравился цвет. Посмотрите, какой красивый цвет. Он розовый, как пыльная роза. И даже можно, я думаю, вот с этими бусинами где-то смиксовать. Тоже подходят. Ну, а если еще сейчас я возьму вот эти бусинки, приложу кулончик и где-нибудь поставить вот эти бусины. Тоже хорошо смотрятся. Да? Они более-менее такие насыщенный цвет. И разбавить таким цветом тоже можно. И обшить кабошон вот таким розовым бисером. Тоже будет красиво. Очень понравился мне цвет и размер розовеньких таких бусин 19 миллиметров. Ну и отверстие где-то 5 миллиметров. Красивые бусинки. Еще вот такие бусинки тоже мне понравились. Но я думаю, что они такие крупные. Их можно на подвеску, скорее всего. Очень красивый цвет, такой зеленый. Он более такой зелено-болотный, наверное. Здесь такие вкрапления есть серые. Видно вам, да? Такие бусины были, по-моему, и бежевого цвета. Что-то мне захотелось именно этот цвет. Посмотрите, какие красивые бусины. И я думаю, если сейчас я возьму мемори проволоку, я уже думала, как их поставить в украшение. Но не знаю, как они будут смотреться, если вот так вот их поставить, да? Еще какие-нибудь красивые шапочки, чтобы закрепить их, чтобы они не крутились. Надо будет придумать. Но если не получится, тогда я уже не знаю. Придется на кулон пускать такие бусинки. Впереди я думала сделать вот такую оригинальную композицию, да? А дальше можно маленькие бусинки поставить. Интересно, да? Даже с этими бусинами хорошо сочетаются. Зеленый цвет. Понравились мне. Интересно смотрятся, да. Надо будет придумать. Что-то в отверстие здесь. Конечно, можно силиконовые заглушки, которые на сережке мы сзади ставим на гвоздики. Скорее всего, на них поставить. И будут держаться хорошо. Я думаю, такой вариант подойдет. Интересные бусинки. Размер бусин 22 миллиметра. И видите, квадрат такой идет.
не совсем ровный. И отверстия где-то неровно. Но это не страшно. Я думаю, если их надевать через бусину, будет это не видно абсолютно. Понравились бусины. И взяла я таких 2 комплекта. Так, дальше покажу вот такие карабинчики. Я уже ранее покупала такие бронзовые и медные. Решила взять в черном цвете. Как-то делала трансформер с черной цепочкой. И вот мне нужны были именно черного цвета. 25 миллиметров и толщина 5 миллиметров. Но что-то мне качество не очень понравилось. Бронзовые и медные были очень хорошие. Здесь мне не нравится покрытие. Вот работают они все хорошо. Пружинка отличная. Все пробовала. Но вот здесь где-то покрытие есть. Как будто краска неровная. Но можно выбрать, конечно. Вот это, наверное. Вот посмотрите. Ну, не видно, наверное. Покрытие плохое. Ну, конечно, и цена соответствует. В других магазинах такие продаются, одна штучка 200 рублей. Ну, а здесь, конечно, это наверняка фурнитура для сумок. Как я предполагаю, они и большого размера, эти карабины, есть. Поэтому у них такое покрытие. Но если делать украшение какое-нибудь в стиле бохо, можно поставить такие карабинчики с черной цепочкой. Но медные и золотые, как я уже повторяюсь, были хорошего качества, мне понравились. Вот такая цепь. Это покрытие 24 карата. Очень понравилась мне цепь. Такие крупные звенья. Я не пробовала их раскрывать, но они все разъемные звенья. Почему я взяла такую цепь? Мне понравилось звено, заинтересовало меня. Я думала, как бейл применять. Можно поставить, например, если есть бублик такой тоненький, и поставить вот такой вот, снять звено такой цепочки и поставить, если поместится. Ну, посмотрю. Ну, а сама цепь мне очень понравилась, конечно, мало, 50 сантиметров идет. Вот такая вот. И само звено 23 миллиметра. Вот так. И на 8 миллиметров. Интересная цепочка. Понравилась, конечно. И мало. Для меня мало. Ну, ладно, ничего. Закажем еще, если закончится. Так, и еще покажу вот такие цепочки. Я такие цепочки уже вам показывала ранее. Всегда пользуюсь. В основном это муж покупает. Ну и я стала такие носить, потому что покрытие очень хорошее. Это нержавеющая сталь 5 миллиметров. Цепочки 50 сантиметров я выбрала. Так мне нужно было. Девочки мои, подружки покупают, чтобы подвесить кулоны. И я такие ношу. И она не темнеет. И нравится мне. Вот золотую я мало покупала. Тут решила я взять именно золотого цвета. 3 миллиметра я выбрала. Мне нужно это для фотографий. Я носить ее, наверное, вряд ли буду. Но вот фотографировать на ней украшения разные. Здесь карабинчик красивый. И цвет мне нравится. Не такой, не яркий, а хороший такой цвет нержавейки. Вот как я покупала фурнитуру нержавеющую. Очень похоже, да.
тоненькая цепочка, мне понравилась. Если кому-то что-то понравилось, все ссылочки я оставлю под видео. Заходите, выбирайте. Ну а если вам понравилось, напишите мне комментарий, что вам понравилось и что у вас уже есть. Мне очень интересно. Поставьте мне пальчики, мне будет приятно. Ну а кто не подписался, подписывайтесь, нажимайте на колокольчик, чтобы приходили уведомления. А я с вами не прощаюсь. До скорых встреч. Всем пока.